Всем привет, это проект Ракамакафо. Как вы относитесь к полиции? И считаете ли вы, что полиция в нашей стране выполняет свою работу на 100% честно, непредвзято и компетентно? Эти вопросы прозвучали не случайно, и сегодня мы не просто проверим уровень доверия граждан к правоохранительным органам, но и постараемся расследовать одну невероятную историю, мимо которой мы на свой страх и риск пройти не смогли. Поехали! Как ты относишься к работе правоохранительных органов в нашей стране? Плохо отношусь. Плохо относишься? Не очень, не очень. Почему? Да не очень никто не делает. Маты надо или маты пропустить? Можете с матами. Тогда сказать нечего. То есть плохо относитесь? Хреново. Ты считаешь, полиция добросовестно выполняет свои задачи или нет? Скорее да, чем нет. Не совсем добросовестно, в более расслабленном каком-то состоянии, мне кажется. Лично мой опыт не был связан с чем-то негативным. Ну, я думаю, что есть куда стремиться. Есть куда стремиться. Не на слишком низком уровне, но и не на самом высоком. Если бы они хорошо работали, было бы у нас лучше. Они работают на себя, а не на народ. Я не хочу даже обсуждать их, смысла нет. Почему? Потому что все знают. На личном опыте, может быть, как-то сталкивались? Я же не слепой. Причем тут опыт? Посмотрите вокруг, и вы все поймете. А что вокруг? Ну посмотрите, зачем вопрос задавать? Смотрите внимательно, постойте еще полчаса, и все увидите. Просто даже был как свидетелем того, что как действительно два патрульных шло, вдалеке там в метрах может стоять от них, там такая серьезная была драка, возня, короче. И вот серьезно видел, как они просто прошли мимо. 2 года назад Абус, Питер, 16-летний подросток, которого задержали по ложному обвинению в краже, который скончался от побоев в отделении полиции. И после этого, через полгода, его мертвого пытались судить и в итоге оправдали за эту несовершенную им кражу. Его мертвого пытались судить? Пытались судить. Я мужик сбил на красный свет. Пока меня, помогли встать, человек уехал. А там камеры висели, звонили, подавали в полицию, там заявление. Так в итоге, все замяли. Как вы относитесь к работе правоохранительных органов в России? Нейтрально. Нейтрально. Вполне нейтрально. Не сталкивался? Нет, не сталкивался. Не сталкивались? Нет, повезло. Сталкивался, но все обошлось, заплатили много денег и все, нас отпустили. То есть ты нейтрально относишься, но когда тебя поймали, ты заплатил им деньги и тебя отпустили? Ну, то есть, правильно я понял, несмотря на то, что все-таки ты сталкивался с такими ситуациями, когда полицейские вели себя не совсем добросовестно, ты все-таки веришь, что у нас полицейские выполняют свою работу? Да, верю. То есть, вот твое мнение, что есть хорошие полицейские, а есть фактически плохие полицейские? Да. Но ты больше веришь в хороших? Да. В общем-то, ты, как я понял, негативно относишься? Это не негативное отношение, это реальность. Мы провели свой опрос и опросили в общей сложности порядка 100 человек. Более 70% людей выразили свое неодобрение, когда речь зашла о работе правоохранительных органов. Большинство из них основывались на своем личном опыте, что вызывает некоторые опасения. Безусловно, в нашей стране есть честные и порядочные полицейские. Мы сами на своем личном опыте не раз убедились, как ответственно некоторые сотрудники правоохранительных органов относятся к своему делу. Поясняют, что это был у них социальный эксперимент. Снимали все на камеру. И это уже неоднократно у них происходит. Похищали своего знакомого. 4 в отдел повезла рота и 2 со мной. Но, к сожалению, мы достаточно часто сталкиваемся с хладнокровием, а иногда даже беспределом со стороны силовых структур. Ни телевизионные каналы, ни печатные издания, ни органы правопорядка не хотят замечать историю, которую мы вам сейчас расскажем. Мы не собираемся молчать. 2 месяца назад на YouTube появился полуторачасовой фильм. История Ивана Наумова, обычного парня из Москвы, который на протяжении всего этого времени рассказывал о чудовищной истории, которая повергла многих в шок. Это история о заказном похищении и убийстве его и его жены при возможном участии московской полиции. Этот фильм буквально за 2 месяца набрал около 700 тысяч просмотров. Это та самая история, в которую действительно на первый взгляд очень сложно поверить. Мы тоже сомневались и 2 недели проверяли все факты этого дела. И прежде чем мы вернемся к истории, хотелось бы отметить, герой этого видео Иван Наумов вот уже несколько месяцев скрывается в Финляндии, где он получил убежище. Никто не знает, где он, никто не общался с ним лично. Именно поэтому мы не могли упустить такую возможность. Договорились с Ваней о встрече и отправились в Финляндию для того, чтобы лично пообщаться с ним и его женой, убедиться в его адекватности и взять свое собственное интервью.
История началась около года назад. Иван переехал в свою новую московскую квартиру и столкнулся на первый взгляд с обычной бытовой проблемой. Старушка, женщина, которая жила снизу, включила телевизор и смотрела его на запредельной громкости. Не давала Ивану покоя, после чего он адекватно и вежливо спустился вниз и попросил сделать звук несколько потише. После чего ничего не изменилось. Я спустился, вышла вот эта женщина, и я попросил, говорю: здравствуйте, там ваши соседи, не могли бы вы сделать немного потише? Ну, то есть предельно вежливо. То есть даже не было какого-то там намека на какую-то грубость. И вроде бы все нормально. Она говорит: да-да-да, я подумал, что все хорошо. Поднимаюсь наверх, и то же самое. Борьба соседей продолжилась. Телевизор день за днем работал на запредельной громкости, и уже через несколько месяцев безответных просьб Иван перешел к более решительным действиям, а история начала развиваться. Ну вот спустя полгода, да, вот этого конфликта я уже мог телевизор просто физически как-то остановить, сделать тише, я мог просто громкую музыку поставить, и тогда телевизор смотреть снизу, ну, невозможно было. Но смысл в том, что у меня просто не осталось каких-то других вариантов, да. Объявился, значит, что этой старухи сын, и он стал, у меня родственники в том же доме живут, он стал звонить им, ну, какие-то нелепые там угрозы, что я там найму мужиков, ему сломают ноги, какие-то там записочки оставлял у меня около двери, что мы к тебе там придем в час ночи, ну и всякий бред. У старухи объявился сын, а на Ивана стали одно за другим сыпаться заявления в полицию от соседки. Все как одно, абсурдные и неестественные. Именно поэтому полиция не предпринимала никаких реальных действий. Но градус напряжения в этой ситуации становился все выше. 9 часов вечера, я помню, в квартире мы находились, выключается свет полностью у меня. И я, в общем-то, понял, что электричество отключили у меня в квартире, там внешний щиток, можно подойти к нему. Но я понял, в чем дело. Я понял, что, скорее всего, этот отключил электричество, не стал выходить. И, значит, я не стал выходить, сразу позвонил в отделение полиции, в УВД проспект Вернадского, вызвал наряд полиции, ну, сказал, в чем причина, что мне кто-то отрубил электричество. Ну и пока я жду, да, там, удар в дверь ногой, этот мат, что, значит, выходи, там, я тебе кувалдой башку проломлю, ну, вот из этой серии. Ты дверь ручки дергаешь, да? Наряд уже едет сюда. Нету. Ты мне дверь ломаешь, да? Ты мне дверь ломаешь, псина, бля, иди отсюда, сукин сын, иди. Ну и да, я вышел, обдал перцовым газом, он убежал, естественно, там на этаж нельзя было выйти где-то полчаса. Встретил его в отделении полиции, он что-то начал какие-то тоже опять нелепые угрозы: молись, это только начало. Ну вот такой бред. Я потому что с такими людьми никогда не сталкивался, и мне казалось, что это как-то, ну, несерьезно, ну, просто какой-то поехавший. И здесь мы переходим к кульминации. Спустя месяц после этой истории Иван услышал странные звуки из соседской квартиры и сделал то, что, возможно, спасло ему жизнь. Прошло, наверное, месяц после этого конфликта, и я снизу услышал, ну вот на своей кухне я находился, у меня достаточно хорошая слышимость в доме. Я действительно услышал, что вот на кухне снизу какие-то идут бурные обсуждения чего-то, и там какой-то мат есть, и такого ничего подобного никогда не слышал, там никогда столько людей не собиралось. И я подумал, что что-то странное, и вот у меня, понимаешь, как какое-то прям внутреннее чувство, что вот какой-то разговор действительно значимый для меня будет. Я действительно прям вот встал, вот так вот стал слушать. Я услышал что-то, какой-то мат и слова вот что-то убью, ну вот это вот какая-то фигня. Я не понял, насколько серьезно, но я знал, что разговоры идут снизу. Я действительно открутил вытяжку, я поставил стул, сначала послушал, открутил вытяжку, и там такое типа углубление такого, которое цементное, идет вот такая вот труба сквозная через все этажи. Я оттуда пыль, значит, пылесосом собрал полностью, и потом привязал диктофон. Сначала я положил диктофон в строительную перчатку, но я в фильме об этом не говорю, подробностей таких. Я отмерил расстояние до их вытяжки, вот как расстояние от пола до потолка веревкой. Вот так вот отпустил. И действительно, я опустил диктофон, отмотал вот именно в трубу, вот то, чтобы он висел именно примерно на уровне их вытяжки. Я, естественно, ушел там гулять, 1,5 часа диктофон там провисел. Мы пришли, уже вечер, я достал диктофон, подключил к компьютеру и стал прослушивать вообще, что там происходит. Но вот то, что я услышал, я понял, что там действительно что-то серьезное. То есть я понял это буквально с первых фраз. Я понял, что там действительно они обсуждают именно приготовление к похищению, именно приготовление к убийству, и там на какой-то
42-й или на 50-й минуте, когда прозвучала моя фамилия в контексте этого всего, я понял, что это не какие-то пьяные разговоры, знаешь, там бывают пьяные мужики собираются и могут много обсуждать. Я понял, что нет. С тех пор Иван прослушал квартиру соседей ежедневно, им было добыто огромное количество информации. Хочется сразу же отметить, что некоторые материалы, добытые им за это время, просто ужасают. То, как я потом узнал, что у них такое очень богатое криминальное прошлое, что много знакомых, в том числе из полиции, что они действительно длительное время занимаются вымогательствами, похищениями, убийствами. Вот я прослушал где-то около половины аудио, что у меня есть, и там уже информация есть по 5 убитым людям. Конечно, многие люди в интернете сомневались в правдоподобности этих записей, но нам сразу же хочется отметить, что на прошлой неделе миграционная служба Финляндии провела свою независимую экспертизу, и вместе с переводчиком было установлено, что записи являются оригинальными, и все субтитры, которые написал Иван, это именно то, что говорится в самих аудиофайлах. Они проверили участки аудио, которые есть в фильме в основном. Они установили, что эти участки аудио, они идентичны оригинальным участкам, и текст, который есть в субтитрах, он соответствует реальности. Мы встречались с Иваном и убедились в его адекватности. Мы прослушали многочасовые записи своими собственными ушами, которые подтвердила независимая экспертиза. Более того, наши друзья с канала Чебураша ТВ побывали в той самой квартире, в которой жил Иван, и убедились в том, что это реальный дом, реальная квартира, и соседи, о которых говорил Иван, действительно существуют. Жители того самого дома не собирались идти на контакт. Никто не хотел разговаривать с ребятами, и никто не собирался открывать дверь. Никто, кроме одной жительницы дома, согласившейся дать пару слов. Мы слышали жалобы какие-то на квартиру 26, да, получается, вот, который под Иваном, а мы как раз в ней собираемся, ну, как бы, и собираемся снимать. Мы хотим узнать, насколько это спокойное место, нам больше не нужно, понимаете? Я не знаю, спокойно или неспокойно, может, бабушка опять будет выступать. А что значит опять? То есть было Вы что-то? даже нам просто... Шум, То есть... телевизор включают, громко. Блин, И у нас ну, вообще... такое может не подойти. На протяжении 4 месяцев после начала прослушивания чудовищных записей Иван жил в страхе и никогда не выходил из дома без сопровождения. Им было написано 27 заявлений в полицию, он не раз разговаривал со следователями. Я приехал вместе с нарядом полиции в УВД проспект Вернадского, но я ждал где-то оперативного сотрудника, ну, в районе 2 часов я его ждал. Он приехал, почитал мои заявления и стал смеяться, значит, он очень себя высокомерно вел, он так ходил, знаешь, как, вот, очень важно, короче, у него была такая кожаная куртка, вот, стали слушать аудио, ну, и там он, значит, мы с ним отошли, я говорю, давайте я вам ситуацию-то объясню. Он говорит, ну, тебя же никто не убил, типа, это, ну, все равно же это там приготовление к убийству, есть такая статья. Он говорит, ну, аудио, я не знаю, там мне плохо слышно. Он говорит, ну, вот если тебя убьют, то действительно будет экспертиза аудио, это будет доказательством, а так этим никто типа заниматься не будет. Знаете, что самое шокирующее во всей этой истории? То, что несмотря на все разговоры и доказательства, несмотря на абсолютную адекватность Ивана, в чем мы смогли сами убедиться, несмотря на то, что в тех диалогах, которые есть на записях, говорится о действительно страшных вещах, о убийствах, похищениях и даже людоедстве, никто до сих пор не удосужился провести даже банальную проверку всей этой истории. Десятки обращений, там, МВД, ФСБ, Следственный комитет, везде игнор. Я сделал несколько тысяч звонков в Москву. То есть я испробовал все возможное, что просто вообще в человеческих силах, чтобы правоохранительная система заработала. Мы лично обращались на федеральные каналы, которые, казалось бы, должны были быть очень заинтересованы этой историей. Но каково же было наше удивление, что ни НТВ, ни РЕН-ТВ, которая начала и так и не закончила свое расследование, ни «Россия-2» не согласились дать ни малейшего комментария на тему того, почему они сознательно игнорируют эту историю. Алло, здравствуйте. Я хотел бы еще раз уточнить, чтобы полная ясность картинки у нас была. Будут ли НТВ или РЕН-ТВ проводить какие-то сюжеты, делать или расследование какое-то свое? Перспективы довольно-таки странные и туманные, потому что изначально они этот материал в работу взяли, а сейчас на данный момент отнекиваются всеми способами и не объясняют даже причину. И тут дело даже не в том, что сделано что-то не так, а скорее всего они что-то просто боятся. Чего конкретно они могут бояться? Я понятия не имею, но таких отмазок я еще ни разу не слышал.
Сейчас Иван находится в Финляндии, где ему предоставили убежище. Уже несколько раз под разными предлогами люди пытались вычислить его месторасположение. Именно поэтому мы можем сделать вывод, что история не закончилась, и вернуться в Россию Иван просто не может. Я действительно нахожусь в тяжелых условиях и в плане жилья, и в тяжелых финансовых условиях. И нет ни одной объективной причины на свете, по которой нужно эту историю там выдумывать и так далее. Монетизация на Ютубе отключена, ничего я с этого не зарабатываю. Даже если предположить, что вся эта история окажется неправдой, мы искренне не понимаем, почему все те, кто могли помочь Ивану, все, кто могли провести проверку или повлиять на ее проведение, не делают абсолютно ничего. И поверьте, это не случайно. Кто бы ни стоял за всей этой историей, кто бы ни мешал ее развитию, мы не собираемся молчать. Но, к сожалению, единственное, что мы можем сделать, это рассказать эту историю вам, нашим зрителям, и попросить вас не остаться равнодушными, распространить это видео или сделать банальный репост, для того, чтобы поднять общественный резонанс, и для того, чтобы эта история не осталась неразрешенной и незамеченной. Ведь это как раз та самая история, о которой просто нельзя молчать. С вами был проект Ракамакафо. Всем спасибо. Пока. Это та вещь, которую нельзя оставлять без внимания. Пусть даже я бы что-то там, якобы кто-то думает, что я что-то выдумываю. Все равно нужно, чтобы реакция была правоохранительной системы, чтобы провели нормальную, полноценную проверку. Опять же, задача только в том, чтобы донести эту историю до ФСБ и, конечно, в идеале до президента. Если это возможно, это было просто замечательно, это был бы предел мечтаний, потому что, конечно, тогда бы ситуация абсолютно точно разрешилась.